Всем привет! В этом видео я покажу, как заменить аккумулятор на смарт-часах Asus VivoWatch BP. У меня есть смарт-часы Asus VivoWatch BP, и они имеют функцию замера артериального давления. С недавнего времени они перестали включаться. До этого они работали около недели, потом 24 часа и в последнее время 6 часов и требовали зарядки. Теперь я покажу, как они себя проявляют при такой проблеме. При нажимании кнопки питания на 12 секунд они не подают никаких признаков жизни и не включаются. Попробуем установить их на зарядную станцию и проверить, будут ли они заряжаться. Вот такая зарядная станция есть у меня. Устанавливаем. Как видите, тоже никаких признаков нет. Обычно здесь загорался индикатор зарядки аккумулятора. При такой проблеме в первую очередь необходимо проверить вот эти контакты, позолоченные на часах и на зарядной станции. Они должны быть чистые. Но я их уже почистил с помощью зубной палочки. И теперь здесь контакт налажен. Я померил напряжение. Здесь напряжение есть 5 вольт с половиной. Поэтому исключаем поломку вот этого зарядного устройства. Я уже продержал в таком положении очень долго часы, они не зарядились, поэтому придется их разобрать и заменить аккумулятор, если я найду, конечно, похожий. Для разборки часов понадобится вот такая маленькая насадка, ключ-звездочка, которая имеет модификацию T5H. С помощью ее мы открутим заднюю крышку корпуса этих часов. Откручиваем 4 шуруба крепления задней крышки. И после этого можно снять крышку. Забираем корпус. На следующем этапе откручиваем 2 шуруба крепления материнской платы к корпусу часов. Затем для удобства снятия аккумулятора отщелкиваем вот этот шлейф плоской отверткой и можно приподнять плату. Вот здесь вот находится наш аккумулятор, который необходимо заменить. Острым ножом аккуратно отсоединяем этот разъем крепления аккумулятора. Вот он снят. Теперь необходимо отклеить аккумулятор от платы. Здесь он, наверное, скорее всего, на скотче двустороннем приклеен. Поэтому очень осторожно будем его отделять, чтобы не поломать, не пробить. Аккуратненько его отделяем. Вот сам аккумулятор. На плате под ним как бы никаких элементов нет, поэтому ничего не испортите. Отлаживаем в сторону этот комплектующее и будем искать такой аккумулятор или похожий. Этот аккумулятор фирмы Asus имеет вольтаж 3,8 вольт до 4,35 вольт. Емкость его 200 микроампер час. Сделано в Тайване. Он литий-полимерный. Будем искать похожий аналог для замены. Контрольно замерим напряжение на этом аккумуляторе. Сейчас напряжение 3,87 вольт. Очень пониженное. И это говорит о том, что она разряжена. Сейчас я пробую слегка ее стартануть. Добавить немножко заряда в обход материнской платы. А затем будем искать новую, потому что это уже выработал свой ресурс. Для стартовой зарядки я возьму стандартное зарядное устройство для аккумуляторов. Подключу к нему щупы от тестера и пробую немножечко подзарядить аккумулятор. Не перепутайте полярность. Красный это плюс, черный это минус.
Видите, напряжение начало появляться. — 3,83 вольта. И теперь потихонечку оно растет, но очень быстро. Я до 4 вольт заряжу, чтобы он держал 4 вольта. И попробую поставить этот аккумулятор в часы, чтобы убедиться, что проблема в аккумуляторе, а не в других компонентах. При отпускании щупов напряжение просаживается до 3,96 вольт. Немножечко подержу. И сейчас попробую ставить обратно в часы аккумулятор, проверить, как они будут работать. Попробуем собрать. Видно, что не заработали. Все, включается, значит, будем менять аккумулятор на новый. Для замены этого аккумулятора я купил универсальный аккумулятор размером 25 на 23 на 3 миллиметра, 150 микроампер час. Вот он имеет такой внешний вид. Он немножечко тоньше, чем оригинальный, но это даже лучше, потому что он хорошо влезет. Единственный минус, что здесь на нем нет никаких разъемчиков. Придется перепаять или контроллер, или разъем на новый аккумулятор. Для начала я сниму контроллер со старого аккумулятора. Сначала снимаем скотч. Вот здесь контроллер. Который закреплен на этом аккумуляторе. Здесь проводоточечная сварка, поэтому я, возможно, перепаяю просто проводки с одного на другой контроллер, не отключая его от аккумулятора, потому что здесь идет точечная сварка. У меня такой нет. Очень аккуратно, чтобы не повредить. Соединяем защиту аккумулятора. И вот нам необходимо отпаять эти проводочки. На их место напаять вот эти оригинальные. Осторожно отпаиваем провода со старого аккумулятора. И отправим провода от нового аккумулятора. После этого припаиваем провода шлейфа на новый аккумулятор. Плюс к плюсу, минус к минусу. Не перепутайте полярность. И после этого возвращаем на место изоляцию. Вот аккумулятор готов, и можно устанавливать его на свое место в часы. Для приклеивания аккумулятора до платы я воспользуюсь двусторонним скотчем, самым тонким. Здесь его нужно немножко, буквально 2 полосочки. После этого снимаем клейкий слой, приклеиваем аккумулятор на свое место до платы. Подсоединяем разъем электропитания. Вот часы уже начали работать.
Собираем все в обратном порядке. Фиксируем плату на свое место. И подключаем все разъемы. Вот все на своем месте. Теперь ставим на свое место крышку и закручиваем. После этого часы работают в штатном режиме. Осталось поставить на зарядное устройство и посмотреть, как они себя ведут. Подключив зарядное устройство, вы видите, что пошел заряд аккумулятора. Дождемся его полного зарядки, и после этого можно пользоваться часами в штатном режиме. Вы посмотрели видео о том, как заменить аккумулятор на смарт-часах фирмы Asus VivoWatch BP. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!